Я сброшу на вас 250 тысяч тонн тротила. Если вы не подпишетесь на мой канал за секунду и не поставите лайк. Секунда прошла. Оливер – уродливый, отвратительный ботаник, который остался сиротой после того, как увидел, как группа фокусников надругалась над его матерью. Чтобы отомстить за свою мать, Оливер поступил в Академию магии, притворяясь слабым. Несмотря на то, что он был одним из сильнейших волшебников в мире, мать Оливера была очень доброй, заботливой, очень сексуальной. Она хотела реформировать общество, чтобы сделать его лучше, но ее предали лучшие друзья. Ее товарищи преследовали ее и использовали несколько заклинаний, чтобы убедиться, что она испытывает все 128 видов боли. К счастью, ее спасла ее лучшая подруга Эмми. Эмми отвела ее в подземный переход, а затем нанесла ей удар в спину. Правило номер 1. Никогда никому не доверяй. С тех пор Оливер был усыновлен бабушкой и дедушкой, которые научили его выполнять маневр Джона Уика и хлопать в ладоши этой пуме Эсмеральде. Когда Оливеру исполнилось 15 лет, он поступил в Академию Кимберли, самую престижную магическую академию в мире. Ты знаешь, что это престижно, потому что у входа в нее есть говорящий цветок. Не потому, что он хотел узнать больше о магии, а потому, что те, кто хлопал в ладоши его матери, были учителями в этой школе. Ванесса, Фрэнсис, Энрико, Деметрия, Бальди и Эмми, известная как Эсмеральда и директриса Академии Кимберли, все они попали в его черный список. Оливер думает о своем обещании заставить учителей заплатить за то, что они сделали. Он проходит через ворота Академии, и его встречает цветок, который говорит ему, что на территории Кимберли нельзя заниматься никаким бизнесом. Цветок говорит ему, что единственный способ отомстить за павших – это получить королевскую победу. Но кроме того, ему нужно получить куриный ужин для победителей в академических кругах, поскольку только 80% студентов, поступающих в академию, заканчивают ее, в то время как 20% из них получают диплом, поглощенные своей собственной магией. Когда Оливер идет на церемонию, он встречает второстепенных персонажей истории и быстро вступает с ними в контакт. Одна из учениц самурай, которая привлекает их внимание своим нарядом и дружелюбным поведением, заставляя всех остановиться и уставиться на нее. Оливер недоумевает, почему он остановился. Потому что у девушки нет такой шикарной яхты, но все они пялятся на нее, хотя она ничего не сделала. Он думает, что это может быть из-за ее одежды или из-за чего-то, что он чувствует в своем сердце, как предчувствие или судьба. Девочка оборачивается и с улыбкой поднимает его и остальных, прежде чем все они направляются к зданию школы. Все они прибывают на церемонию, где проходит парад волшебных существ. Девочка по имени Кэти считает, что троллю нельзя находиться среди волшебных существ, участвующих в параде. Мальчик по имени Гай говорит ей, что это нормально, потому что это тролль, принадлежащий к другому виду людей. Некоторые тролли нападают на людей, а некоторые люди приручают их и обучают служить им. Кэти расстраивается из-за этого, потому что она считает, что тролли добрые существа и агрессивны только потому, что люди вторгаются на их территорию. Гай утверждает, что тролли и сельская местность уничтожают поля каждый год. Он спрашивает, нормально ли, что тролли вторгаются на территории людей. Кэти утверждает, что этот участок земли раньше принадлежал троллям. Раздраженный их спорами в Твиттере, студент по имени Пит останавливает их от дальнейших споров и советует перейти на Reddit. Оба студента извиняются и позволяют Питу продолжить чтение. Он пытается узнать больше об этих существах. Он смотрит на них и сравнивает с теми, что он видит в своей книге. Оливер советует Кэти и Гаю поговорить об этом позже и, возможно, сначала познакомиться поближе. Они оба соглашаются, и когда Кэти собирается представиться, на нее обрушивается заклинание. Это заклинание произносит другой студент, включающий ноги Кэти на автопилоте. Оливер, Гай и Пит в замешательстве говорят ей, чтобы она не бежала на парад. Однако она не может контролировать себя. Она говорит им, что пытается остановиться, но ее ноги двигаются сами по себе. Оливер и Гай бегут за Кэти, чтобы остановить ее. Пока Пит стоит там, изображая мема Пикачу, к нему подходит девочка по имени Микелла, которая спрашивает, он позвонит, если что-то не так. Пит еще не знает, но вскоре они с Микеллой замечают, что тролль направляется к Кэти. Микелла тоже спешит на помощь Кэти. Пит не понимает, что происходит, но чувствует себя обязанным помочь, несмотря на давление сверстников, и бежит за Микеллой. По мере того, как Кэти продолжает бежать, действие заклинания ослабевает, и она останавливается прямо перед троллем, а магнит за ее спиной активируется. Оливер и Гай начинают все больше беспокоиться за нее и стараются бежать быстрее. Тролль приближается к Кэти и поднимает руку, чтобы ударить ее, но чей-то голос приказывает ему остановиться, и тролль немедленно останавливается. Самурай по имени Нанана появляется перед троллем и спрашивает Кэти, может ли она убежать, но Кэти не может. Наноу говорит ей оставаться на месте, пока она разбирается с троллем. Она достает свой меч и готовится к бою. Оливер и другие ученики прибывают с мечами в руках, тоже готовые сражаться. Они думают, что сражаться с троллем сейчас плохая идея, и решают привлечь внимание тролля. Микелла поднимает свой меч и использует заклинание, которое убивает тролля электрическим током. Но тролль просто сводит их с ума, вместо этого они решают сделать это вместе, но Оливер останавливает их. Он думает, что они вообще не смогут этого сделать, даже если будут использовать свою магию вместе. Парень начинает
начинает злиться, потому что не хочет просто смотреть, как Нанао причиняют боль. Оливер придумывает план и просит их использовать магию ветра. Он просит их создать сильный ветер и ударить тролля по голове. Микелла говорит ему, что одного заклинания ветра недостаточно. Оливер кричит, что нельзя терять ни минуты, и они должны просто делать то, что он говорит. Они соглашаются и создают достаточно ветра. Оливер использует другое заклинание, которое заставляет ветер превратиться в дракона позади тролля. Дракон издает громкий звук, который Оливер создал, используя случайный громкий звук, чтобы он звучал как рев дракона. Тролль слышит дракона позади себя и в ужасе оглядывается. Это дает возможность Нана и Кэти убежать, но Нана говорит: «Я ждал этого шанса всю свою жизнь и использую его, чтобы напасть на тролля». Она прыгает, и когда она готовится ударить тролля, цвет ее волос меняется на белый, что указывает на ее белую силу. Она удачно ударила тролля по голове, и тролль получил серьезную травму головы, в результате чего ему пришлось оплатить счет за лечение в размере $78 США. Жаль, что у него нет программы Обама-Кеа. После этого Нана почувствовала, что у нее онемели руки из-за умения, которое она использовала на тролле. Она сказала Кэти, что понесет ее, когда ее рукам станет лучше. Она благодарит остальных 4 учеников за то, что они помогли ей, создав проход, и хвалит их за их заклинание, которое, по ее признанию, почти напугало ее. Церемония входа продолжается, и ученики попадают внутрь здания. Оливер беседует с Нанао, и она признается, что у нее не было никакого плана, когда она стояла перед троллем ранее. Она говорит, что на мече, который у нее есть, даже нет лезвия, так что это был бы тяжелый бой для нее, если бы не их помощь. Оливер говорит ей, что она вела себя безрассудно, потому что если бы их заклинание не сработало, она бы умерла. Нанао с радостью признает это и говорит, что они спасли ей жизнь в ее первый день в школе, а это значит, что она станет девушкой Оливера абсолютно без всякой причины. Оливер не понимает ход ее мыслей, но впечатлен мастерством, которое она использовала. Он думает о том, как ее волосы изменили цвет, что сделало их похожими на кристаллы, позволяя магическим частицам легко проходить сквозь них. Это означает мощную моноциркуляцию внутри самого тела. Так что, по сути, он похож на Гадзё Сатору, только женского пола. После этого ученики знакомятся с одним из учителей, Гарландом, который представляет директрису Эсмеральду. Эсмеральда делает мощное вступление, сопровождаемое ее магией, которая приводит учеников в полное замешательство, как будто она только что телепортировалась. Она приветствует их в академии и объясняет, что они там будут делать. Приоритетами школы являются свобода и результаты, а это значит, что если они умрут, то это будет вопрос мастерства. Именно по этой причине только 80% учеников удается получить высшее образование, в то время как остальные 20% заканчивают школу неудачно. Она наливает жидкость в стакан, чтобы продемонстрировать ученику, чья магия выходит из-под контроля и уничтожает их. Она объясняет, что люди становятся калеками только тогда, когда теряют контроль над своей магией и причиняют себе вред. Или когда вызывают что-то, что тянет их обратно туда, откуда оно пришло. Некоторые из них в конечном итоге умирают после того, как сходят с ума и пытаются хлопать в ладоши своим сокурсникам. Говорят, что эти студенты настолько плохи, что не продержались бы и минуты в вестибюле Call of Duty еще в 2008 году. Затем она щелкает пальцами, чтобы поднять студентов и перенести их в зал ожидания. Банкетный зал, и велит им сидеть и наслаждаться. Оливер видит других учеников, с которыми он был на улице, и они все решают сесть вместе. Они начинают представляться друг другу, начиная с Микеллы, старшей дочери семьи Макфарлейн, которая по сути является продуктом кумовства. Она просит своих друзей называть ее Села, а парень шутит по поводу ее прически, из-за которой, по ее словам, любой может упасть в обморок, увидев их в первый раз. Следующая Кэти, и она благодарит всех за помощь в спасении ее жизни. Они спрашивают ее, почему она вдруг бросилась бежать, но она также не знает, почему, и предполагает, что кто-то, возможно, просто подшутил над ней. Микелла говорит им, что они должны поговорить об этом позже, а пока повеселиться. Она спрашивает Гая, как его зовут, и он представляется. Он из семьи фермеров-волшебников и хвастается, что много знает о волшебных овощах, которые по вкусу напоминают мясо. Веган не заметил бы разницы. Следующим представляется Пит и говорит, что его родители не могут использовать магию, но он может превратиться в милую девушку из аниме. Но они ему не верят. Микелла благодарит его за то, что он поступил как обычный человек, потому что, должно быть, ему было нелегко поступить в эту школу. Но Питу это не льстит, и он говорит ей, что пришел сюда не для того, чтобы заводить друзей. Он здесь для того, чтобы быть сварливым второстепенным персонажем. Он замечает, что Оливер смотрит на него и сомневается в его намерениях. Оливер говорит ему, что он просто оценил книгу, которую читает. Пит рад слышать, что Оливер знаком с этой книгой, и Оливер признается, что прочитал ее, и она ему понравилась. Пит приходит в восторг и начинает тявкать, как последний неудачник, которым он и является, о маленьких историях, включенных в книгу после каждой главы. Но вскоре он понимает, что остальные смотрят на него с нежностью, и ему становится неловко. Затем он просит Оливера представиться, и Оливер делает это, говоря, что у него есть старшие кузены, которые учатся в академии, и именно они рассказали ему об этом. Микелла хвалит его за заклинание «Голос дракона», которое он использовал ранее. И Оливер рассказывает, что он просто направляет свое внутреннее слушание Элу Гейбу, и он просто сложен по-другому. Последнее представление — это Нино.
Она встает со своего стула и начинает с того, что говорит, что родилась в семье самураев и попала в эту школу только по воле судьбы. Она объясняет, что все это произошло во время войны в ее стране. Она вела 200 человек против армии из 50 врагов. Она расправилась со многими из своих врагов, пока не оказалась одна во вражеском лагере. Она собиралась убить вражеского вождя, но ее остановил его сын, самый сильный воин в клане. Он ненадолго задержал ее, но в итоге она сразила его и бросилась на его отца. Она попросила вражеского лидера позволить ей сразиться с его сыном, не зная, что она только что убила его. Это взволновало вражеского лидера, потому что она даже не удосужилась познакомиться с его сыном и убила его без колебаний. Тогда Сельма решила отомстить ей, убив ее на месте, не спросив ее имени. Он приказал своим людям сражаться с ней насмерть, и те набросились на нее. Но внезапно их оружие перестало двигаться из-за аниме Нанао против. Внезапно появился маг и объяснил, что он заинтересован в ее таланте и потенциале, и он не хотел, чтобы она умерла там как безымянный воин. Нанао говорит, что мага звали Макфарлейн, и именно он пригласил ее присоединиться к школе. Микелла удивлена, потому что ее фамилия тоже Макфарлейн. Нанао подтверждает, что у него тоже похожая прическа. Микелла понимает, что именно ее отец пригласил Нанао в школу, так как он работает там учителем на полставки. Пит считает, что Нанао должно быть прошел тот же тест, что и он, чтобы поступить в школу, но Нао отрицает это. Микелла объясняет, что это потому, что учитель в Кимберли может порекомендовать ученика. Это заставляет Пита чувствовать себя неловко и немного ревновать, потому что его не рекомендовали. Он собирается и выходит на улицу, где, по его ощущениям, на территории школы очень много моночастиц. Он идет гулять и доходит до фонтана, где находит Нанао, принимающего старую добрую общественную ванну. Он чувствует себя неловко и использует заклинание, чтобы скрыть это место, чтобы никто больше ее не увидел. Кроме него, конечно. Он отчитывает ее за то, что она искупалась в фонтане, который находится у всех на виду, но Нанао не понимает, в чем проблема. Она говорит ему, что очищает себя от войны, в которой участвовала до того, как пришла в школу. Оливер спрашивает ее о шрамах у нее на спине, и она говорит ему, что получила их на войне. Он оборачивается, чтобы посмотреть на нее, и вспоминает похожий момент, который был у него с матерью. Оливер говорит Нана, чтобы она поскорее очистилась, потому что кто-то может украсть его игру. Она говорит, что закончила, но потом обнаруживает, что не взяла с собой полотенце, чтобы вытереться. Это побуждает Оливера предложить ей свою куртку, и она благодарит его за услугу. Оливер думает о том, что она выглядит невинной девушкой, но число ее жертв исчисляется тысячами мужчин. Затем ученики собираются на занятия, и Наноу теперь носит ее форму. Оливер не может перестать думать о ней там у фонтана, потому что он не взял с собой свою, чтобы поднять ее на ноги. Ученики быстро переходят на первый урок, который посвящен искусству владения мечом. Нашего учителя зовут Гарланд. Он объясняет, как работает техника владения мечом, которая называется расстояние между заклинаниями в один шаг. Он просит двух учеников стать добровольцами и продемонстрировать это на дуэли. Наноу немедленно вызвался добровольцем, а Оливер вызвался добровольцем, когда увидел это. Учитель выводит их на небольшой ринг, где они будут драться на дуэли, пока другие ученики смотрят. Прежде чем они начнут, Гарланд накладывает заклинания на их мечи, чтобы обезопасить их. Это делается для того, чтобы ученики не могли навредить друг другу во время тренировки. Если ученик когда-либо снимет заклинание, чтобы причинить вред другому ученику во время дуэли, он будет наказан. Гарланд объясняет, что нет ограничения по времени и что поединок закончится, когда один из них нанесет смертельный удар в голову или грудь своему противнику. Нанао просит Оливера заключить с ней честный брак, и Оливер соглашается. Однако он считает, что ему не стоит использовать магию в бою, поскольку Нана не умеет ею пользоваться. Он думает, что просто поиграет с ней, даст ей фору, прежде чем закругляться, но когда матч начинается, Нана немедленно использует все, что у нее есть. Это заставляет Оливера понять, что он не прав, если ведет себя хладнокровно. Она нападает на него, и он вынужден использовать свою магию, чтобы избежать ее нападения. Он пытается уклониться от каждой атаки, которую Нино бросает в него, пытаясь отразить атаки вместо того, чтобы блокировать их, но Нана не прекращает атаковать. Оливер думает о том, как Нанао убивала людей раньше и как она использовала тот же меч, что и сейчас против него. Ему интересно, скольких людей она убила, но пока он думает, Нанао приходит за ним. Он блокирует ее атаку, и она что-то бормочет. Она вспоминает что-то об этом месте и начинает плакать. Оливер не хочет, чтобы она плакала. Он хотел бы вытереть ее слезы всем, что у него есть. Он перекладывает свой меч, и Нанао благодарит его за заботу, улыбаясь ему. Внезапно тренировочная дуэль превращается в настоящую битву, пока один из них не погибает, но прежде чем они успевают что-либо предпринять, Гарланд останавливает их. Он говорит им бросить мечи, потому что это не входит в сценарий. В итоге они нарушили правила Оуша Академии Кимберли, когда наложили его на свои мечи, не имея на то намерения. Оливер думает о том, что он собирался сделать, и кажется, что он сошел с ума. Гарланд просит их пойти отдохнуть до конца урока. Когда они уходят, Нанао бежит за Оливером, чтобы сказать ему, что дуэль была самым приятным событием в его жизни. Она сожалеет, что они не смогли довести ее до конца, и говорит ему, что он должен прекратить приставать к ней.
Она просит Оливера сразиться с ней снова, когда у них будет возможность, на настоящих мечах, без смазки и защитных заклинаний. Однако Оливер отказывается, потому что не хочет драться с таким сильным Гуннаром, как она. Она спрашивает, почему, и он отвечает, что не обязан объяснять ей причину. Но он признает, что не хочет убивать ее и не хочет, чтобы она убивала его. Он уходит, оставляя ее позади, и она начинает плакать, удивляясь, почему Оливер рассказывает о ее проблемах с навыками. Во время обеденного перерыва ученики сидят вместе и обсуждают свой предыдущий урок спелологии, который был полон сюрпризов. Урок вел Фрэнсис, который посмотрел на учеников сверху вниз и сказал им, что единственное, что нужно магам, это их волшебные палочки и ничего больше. Чему она хотела научить своих учеников, так это тому, что если они когда-нибудь назовут себя магами, они должны решать свои проблемы только с помощью магии, так как она демонстрирует это, вызывая фамильяров своей волшебной палочкой. Гай считает, что утренние занятия были полны сюрпризов, и задается вопросом, что же произойдет на их следующем занятии по волшебной биологии, от которого Кэти в восторге. Но сейчас выглядит грустной после инцидента с Оливером и почти не общается с другими. До конца дня Оливер и его группа будут посещать еще 2 занятия. Первое – это магическая биология, которую преподает Ванесса, предавшая мать Оливера. Она сразу же советует им забыть о своей любви к милым волшебным животным, потому что они будут изучать их, а не заводить с ними дружбу. Второй класс – это магическая инженерия, которую преподает Энрико. На следующий день на уроке фехтования ученики спрашивают Гарландо, умеет ли он пользоваться магическим клинком. Учитель предполагал, что ученики скоро спросят об этом, поэтому он объясняет им это. Существует особый вид искусства владения мечом, который называется магический клинок. Магический клинок – это совершенная техника, которая при использовании на расстоянии 1 шага от заклинания безошибочно убивает противника. В мире есть только 6 человек, которые могут использовать магический клинок, что делает их самыми сильными. Есть много людей, которые упорно трудятся над созданием других магических клинков, и другие, которые упорно трудятся над изобретением способов победить существующие. Но ни один из них не преуспел. 6 магических клинков – это секрет, и как они работают или кто может их использовать, неизвестно широкой публике. Это заставило некоторых людей поверить, что магические клинки на самом деле это просто массовая психологическая операция, которую проводит большая магия. Позже в тот же день до учеников доходят слухи о лабиринте под школой, и Оливер, Пит и Матчелло отправляются исследовать его. Ходят слухи, что лабиринт начинает захватывать здание школы по ночам. 3 учеников добираются до места, где начинается лабиринт, но обнаруживают тупик. Однако спустя 2 минуты место преображается, и вокруг них появляется лабиринт. Микелла поражена тем, как лабиринт продвинулся так далеко вглубь школы, несмотря на то, что солнце только что село. Оливер говорит ей и Питу, что с новым учеником, который заблудился, постоянно что-то происходит, но им не стоит беспокоиться. Этот район должны патрулировать инструкторы и старшеклассники. Они слышат женский голос, который выражает радость от того, что ученики будут полагаться на него, что приводит Пита в восторг, и он подходит к нему. Оливер быстро говорит ему остановиться, так как видит девочку по имени Офелия. Она говорит о том, какие милые 3 новых ученицы, и как она могла бы просто съесть их, как фудзоши в период овуляции. Оливер подходит к ней и спрашивает, старшеклассница ли она и не трясется ли она, что Офелия подтверждает. Она представилась в классе, удивив учеников тем, что услышала свою фамилию Сальвадори. Позади нее появился студент мужского пола и попытался обнять ее. Но она ударила его заклинанием Денджи, сбив с ног. Она попросила других учеников не обращать на него внимания, потому что ему нужна дисциплина. Оливер представился и рассказал, что он знает о ней. Он прочитал ее диссертацию о быстром развитии в результате скрещивания кракенов и сайласов, которая, по его мнению, была замечательной. Потому что от нее у него мурашки побежали по коже. Офелии нравится, что он знает о ней, и она источает аромат духов Деми Мами Рис, который заставляет Пита подойти к ней. К счастью, Микелла останавливает его, прикрывает ему рот и знает, как не дать ему вдохнуть аромат. Пит единственный, на кого это действует, заставляя Офелию задуматься, смогут ли остальные это выдержать. Она говорит им, что они не должны злиться, потому что так устроено ее тело. Она испускает аромат рис, просто вдыхая его. Она говорит им не сопротивляться ей, но Оливер отказывается от ее приглашения. Пит приказывает Микелле и Питу бежать, чем удивляет Офелию. Они бегут по лабиринту и вскоре находят проход, где их останавливает паутина из костей, преграждающая им путь. К ним подходит новый парень и просит уделить Офелии немного времени, потому что она одинокая женщина. Он представляется Сайрусом, студентом 5-го курса, который выглядит так, как будто ему давно следовало бы окончить школу. Он говорит им, что позаботится о них, если им не понравится Офелия. В этот момент Офелия подходит сзади и говорит, что они были очень грубы из-за того, что убежали от нее, пока они еще разговаривали. Это снова выводит их из себя, и Пит начинает паниковать. Оливер обнимает его и говорит, чтобы он успокоился, но он хочет вытащить свой меч. Оливер говорит ему остановиться, потому что если он это сделает, они никогда не выберутся отсюда. Пока они ждут, Офелия начинает разговаривать с Сайрусом, ругая его за осквернение трупов людей, которых он убивает.
Сайрус говорит ей, что то, что она делает, гораздо более отвратительно, поскольку он называет ее сальвадорским суккубом. Офелию это раздражает, и она угрожает ему. Но Сайрус ее не боится, потому что ему вообще не нравятся женщины. Он типичная слеза Средита в камере. Это приводит ее в ярость. Она достает свой меч, и Сайрус активирует свою магию. Они оба используют заклинание призыва, чтобы использовать своих зверей для борьбы друг с другом. Оливер и его группа воспользовались шансом сбежать. Однако Сайрус снова преградил им путь костяной паутиной. С другой стороны паутины появляется Нана и приближается к ним. Битва между Сайрусом и Офелией продолжается, и пока они сражаются, Нана встает перед тремя учениками и приказывает им бежать. Она хочет присоединиться к битве, из-за чего Офелии и Сайрусу будет трудно преследовать их. Студенты недоумевают, что она имеет в виду, и она говорит им, что она тот, кому суждено умереть, и она наконец-то нашла место, где это можно сделать. Она побуждает их уйти, когда сама бежит в бой. Однако Оливер не понимает, что она имеет в виду, и решает последовать за ней в бой. В этот момент другой ученик, Элвин, провоцирует зверя на драку и останавливает битву между Офелией и Сайрусом. Он говорит им, что есть правильные и неправильные способы привлечения новых учеников. И если они не будут соблюдать его правила, то в конце его речи они станут первыми учениками, которые будут готовить на гриле. И он говорит новым ученикам, чтобы они не волновались, так как он позаботится о том, чтобы им не причинили вреда. Он клянется своим титулом президента студенческого совета академии. Он прекращает стрельбу, но тут появляется другой студент и приставляет нож к шее Офелии. Он представляется как Карлос, староста 5-го курса и лучший друг Элвина. Элвин говорит Офелии и Сайрусу вернуться в глубины лабиринта, и что позже он сообщит им, каким будет их наказание. Эти двое уходят, а Элвин и Карлос извиняются перед учениками за то, что сделали Офелия и Сайрус. Они оправдываются тем, что им просто было любопытно узнать о новичках. Они помогают им благополучно выбраться из того места, где группа Оливера встречается со своими друзьями, которые беспокоились о них. Нанау приносит извинения Кэти, которая волновалась больше всех. Однако Оливер прерывает ее и хватает за шиворот, спрашивая, не хочет ли она умереть. Он расстроен тем, что она сделала ранее, пытаясь изобразить банзай-зарядку, когда хотела присоединиться к драке между Офелией и Сайрусом. Микелла останавливает его и просит Нанао объяснить, что происходит у нее на голове. Затем Нанао объясняет, что у нее больше нет желания жить, как сказал бы типичный японский наемный работник. Она не испытывает радости от жизни, и что ее жизнь даже не кажется реальной, она похожа на сон. Она хотела, чтобы ее желание исполнилось до того, как мечта подойдет к концу. Оливер спрашивает ее, в чем заключается это желание, и она объясняет, что борьба за месть не приносит удовлетворения. Но лучше сражаться с противником, который уважает тебя и принимает тебя. Она рассказывает им, что в ее старой школе боевых искусств их учили получать удовольствие от боя с таким противником. Ты бы дрался с ним насмерть, даже если бы уважал его или влюбился в него. Это очень приятный момент и чувство, когда тебе удается сразиться с таким противником, и это называется счастьем или шиизмом для маленьких детей. Это удивляет всех, и даже Нанао согласна, что это извращенная идея. Она говорит, что почувствовала тот момент, когда на днях поссорилась с Оливером, но Оливер отказался драться с ней, и это ее совершенно задело. Она плачет и выражает, как ей было грустно, что Оливер оттолкнул ее, хотя она была абсолютно настроена на то, чтобы драться с Оливером до смерти. Ей стало так грустно, что она почувствовала себя оторванной от жизни и захотела умереть. Микелла сказала ей, что Нана нужно найти новый способ жить. Она утешила ее и сказала, что ей не стоит искать место, где можно умереть. Даже если бы она влюбилась в Оливера, которому она хотела бы похлопать, или влюбилась в меч, которым она бы ударила его, и наоборот. Ей стоит просто посмотреть на Оливера, который стоит прямо перед ней. Все присутствующие здесь хотят провести с ней время, потому что они ее друзья, остальные подтверждают, что это правда, потому что они хотят повеселиться вместе с ней. Оливер просит Нанао пообещать ему, что она не будет пытаться покончить с собой, что бы ни случилось. Он также заставляет ее пообещать, что вместо этого она воспользуется своим мечом, чтобы защитить себя. А Оливер обещает, что он воспользуется своим мечом, чтобы пробить ее защиту. Нанао соглашается и приносит извинения за то, что побеспокоило их. Она обещает им, что никогда не будет пытаться разрушить свою жизнь, и просит их научить ее, как жить лучше. На следующий день они все идут на урок алхимии, где учитель не парень с металлическими руками и ногами. Это Дариус, который предупреждает их, что химические вещества и зелья, которые они будут использовать, очень опасны. Студенты начинают, и Пит сразу же совершает ошибку новичка. Оливер видит это и начинает волноваться, когда решение начинает разжигать огонь. Он использует магическое заклинание, чтобы уронить горшок, в котором находится решение. Он накрывает горшок своим телом, и происходит небольшой взрыв, но он никому не причиняет вреда. Ученики в классе шокированы, а Дариус впечатлен. Он говорит Оливеру, что тот отлично справился с заданием, и спрашивает, как его зовут. Оливер говорит ему об этом, а Дариус продолжает хвалить его за старания. Однако он советует Оливеру тщательно выбирать друзей, что его раздражает.
После урока Дариус встречает Оливера в коридоре и просит его зайти к нему, так как ему есть о чем поговорить. Оливер следует за ним, и учитель ведет его по дорожке в зоне, где горит красный свет. Он говорит ему, что они восстанавливают результаты исследований исключительно талантливого ученика, который умер из-за проблем с навыками. Оливер спрашивает, был ли ученик поглощен заклинанием, и учитель подтверждает это. Он говорит, что это лучшая смерть, о которой может мечтать любой маг. Это им очень помогает, потому что те, кто умирает, оставляют после себя что-то, что помогает им в новых исследованиях, а их дух толкает их вперед. Когда они идут, на них нападают монстры, которых Дариус немедленно уничтожает. Оливер впечатлен силой Дариуса, потому что он победил всех монстров, даже не вспотев. Но Дариус говорит ему не хвалить его, потому что отсасывание у него не сделает его элитным студентом. Они продолжают идти и приходят к пещере с магическим кругом посередине, вокруг которого горят маяки. В середине круга находится световой портал, который учитель называет вратами, через которые монстры проникают внутрь. Он говорит Оливеру, что монстры, появляющиеся из врат, поедают друг друга, а те, кого они видели раньше, были выжившими. Они подходят ближе к кругу, и Дариус деактивирует их. Оливер спрашивает Дариуса, был ли он причастен к несчастному случаю с троллем в их первый день в школе. Дариус спрашивает его, почему Оливер думает, что он был причастен к этому. Оливер рассказывает, что нашел доказательства того, что Дариус вместе с учеником планировал заставить тролля напасть на кого-то, чтобы он мог избавиться от него. Дариус не отрицает этого, он только говорит, что Оливер должно быть особенный, раз смог раскрыть это. Однако Оливер не понимает, почему Дариус так поступил. Дариус отвечает, что он делал это, потому что его величайшая мечта – искоренить глупость в человеческой расе. С незапамятных времен общество всегда состояло из 1% гениев, в то время как остальные смотрели TikTok и играли в Fortnite в дебилов. Братан действительно думает, что он Илон Маск, решающий задачу по созданию нейронных сетей, и хочет изменить это, изменив сам человеческий интеллект. Однако, чтобы это сделать, он должен получить образцы полулюдей для исследований, и тролль один из них. Дариус хочет, чтобы Оливер помог ему в его исследованиях, потому что он думает, что у Оливера нет собственного таланта. Он всего лишь обычный маг, который никогда ничего не достигал. Оливеру не нравится оценка, которую поставил ему учитель. Дариус говорит ему, что с ним все еще стоит поговорить, потому что он может сделать все, что угодно, и из него получится хороший помощник. Оливер спрашивает его, чем занимался Дариус в первый год 19-5 и 25 лет 8 числа 4 месяца. Дариуса этот вопрос не смутил. Вместо этого он спрашивает Оливера, как много тот знает. Оливер отказывается отвечать на вопрос, потому что именно он задал его первым. Дариус спрашивает, не преследовал ли Оливер его с самого начала, и понимает, что некоторые родственники женщины, которую он убил, все еще живы. Оливер благодарит Дариуса за то, что он никогда не менял своего характера, потому что так легче продолжать ненавидеть его. Он достает свой меч и просит Дариуса приготовиться, так как они уже находятся на расстоянии одного шага от заклинания. Дариус приходит в ярость и достает нож. Ему удается полоснуть Оливера по шее, в то время как Оливер ранит его в грудь. Однако Оливер меняет исход, используя 4-й магический клинок по имени Ангуставия. Благодаря этой способности из аниме Доктор Стрэндж Оливер может наблюдать за всеми возможными исходами боя. Он знает, что мастерство Дариуса намного превосходит его, потому что во всех сценариях Дариус убьет его. Однако Оливер думает, что поскольку будущее еще не определено и его нельзя предсказать, должно быть будущее, в котором он победит Дариуса, точно так же, как в сюжете Бесконечности. Война. Все, что ему нужно сделать, чтобы победить, это найти тот сценарий, при котором он не проиграет, потому что это, несомненно, приведет его в будущее, где он победит Дариуса. Он использует эту технику, чтобы найти желаемую возможность и устремиться к ней. Благодаря этому ему удается увернуться от атаки Дариуса и снова использовать магический клинок. Он успешно рубит руку Дариуса и сбивает его с ног. Он спрашивает Дариуса, почему тот просто стоял там вместо того, чтобы убежать. Дариус думает о магическом клинке Оливера и приходит в замешательство, потому что это главное заклинание матери Оливера. Он не понимает, как он может его использовать, ведь оно должно было исчезнуть 7 лет назад. Оливер отвечает, что есть некоторые вещи, которые Дариус забрал у своей матери, но есть и такие, которые он не смог забрать. Именно тогда Дариус понимает, что женщина, которую он убил, была матерью Оливера. Оливер подтверждает это, говоря, что это хорошо, но он не похож на нее, потому что это разрушило бы его планы. Он говорит Дариусу, что заклинание боли может воспроизвести только ту боль, которую испытал заклинатель. Поэтому он позаботится о том, чтобы Дариус почувствовал ту же боль, которую он причинил своей матери. И единственный способ остановить это, если Дариус скажет ему правильные слова. А если Дариус не скажет этих слов, Оливер будет пытать его так же, как Дариус пытал его мать. Это приводит Дариуса в ужас. Оливер говорит ему, чтобы он начал искать волшебные слова, которые заставят его простить его за то, что он сделал. Дариус пытается попросить Оливера подождать, но Оливер использует заклинание, которое на короткое время причиняет ему огромную боль. Дариус спрашивает Оливера, как он мог так поступить со своим учителем, и не хочет ли он нажить врага во всей школе. Оливер не отвечает ему, он просто накладывает на него еще одно
одно болевое заклинание, которое бросает его на землю, кричащего от боли. Оливер спрашивает Дариуса, нашел ли он нужные слова, но Дариус еще не нашел. Он извиняется, но затем обвиняет во всем мать Оливера. Из-за этого Оливер продолжает постоянно мучить его. Все, что Дариус может сейчас делать, это хрипеть от боли, не в силах вымолвить ни слова. Это так злит Оливера, что он начинает кричать на него, требуя, чтобы он что-нибудь сказал. Он не пытал его и в половину так, как Дариус пытал его мать. Его еще больше бесит мысль о том, что Дариус может выдержать лишь часть той боли, которую он причинил своей матери. Дариус начинает плакать, когда Оливер просит его произнести слова, которые он так ждет услышать. Он просит Оливера убить его, и Оливер решает это сделать. Через несколько секунд позади него появляются двоюродные братья Оливера и спрашивают, все ли кончено. Он подтверждает это и просит Шеннон, которую он называет своей сестрой, не подходить ближе, потому что это сделает ее грязной. Гвин спрашивает Оливера, как его тело выдерживает воздействие магического клинка, и Оливер говорит ему, что он использовал его только дважды, и что если бы он использовал его в третий раз времени, он бы умер. Гвин запрещает ему использовать его трижды и говорит, что он может использовать его только в случае крайней необходимости. Он обещает, что он и другие помогут ему в выполнении его миссии. Появляется еще одна ученица и называет Оливера «мой лорд», ее зовут Карст, и она помогает избавиться от тела Дариуса. Карст – телохранитель Оливера и клянется ему в верности. Через некоторое время Гвин созывает своих товарищей, чтобы они собрались перед Оливером, и дарит ему маску в честь его коронации. Оливер надевает маску, и Гвин просит его править и направлять их до тех пор, пока все люди, которые предали и убили его мать, не будут мертвы. Оливер соглашается и обещает убить каждого из них, пока воспоминания о смерти его матери все еще звучат в его голове. Ему удалось уложить одного из них, но осталось 6, и он не позволит им выжить. После возвращения Оливер замечает что-то странное в поведении и фигуре Пита и просит поговорить с ним наедине. Он отводит его в оранжерею и спрашивает, сменил ли он пол. Пит подтверждает это, говоря, что ему приснился сон, и когда он проснулся, он был девочкой. Оливер говорит ему, что в волшебном мире у него особый тип тела. Он оборотень, человек, который может переключаться между полами. Пит удивлен, услышав это, но Оливер продолжает говорить ему, что были признаки. Такие вещи, как то, что Пит чувствует себя некомфортно в обществе друзей того же пола и чувствует себя некомфортно из-за своей сексуальной ориентации. Тем не менее, Оливер поздравляет его, потому что теперь он может хлопать в ладоши. Затем Оливер уходит и возвращается в лабиринт, чтобы проверить, как там Гвин и Шеннон. Осматриваясь по сторонам, он встречает Офелию. Он становится настороже и пытается вытащить свой меч, но останавливается, когда Офелия говорит ему, что она сейчас не в настроении. Поскольку он не может устоять перед ее духами, она просит его посидеть с ней, потому что хочет с кем-нибудь поговорить. Они немного болтают, и Офелия сравнивает Оливера с Карлосом, потому что они ведут себя одинаково. У них обоих есть склонность исследовать места, куда им не положено заходить. Она спрашивает, что Оливер думает о Карлосе, и Оливер отвечает, что, по его мнению, Карлос – это человек, который заботится о других. Однако Офелия рассказывает, что это его хобби, и он будет вмешиваться в дела людей, если они не будут осторожны с ним. Она подходит ближе к Оливеру и благодарит его за то, что он поговорил с ней, но предупреждает, чтобы он не ввязывался в слишком много приключений, прикасаясь к его лицу. Она говорит ему оставаться в здании школы и учиться так, как ему положено, особенно в ближайшие несколько месяцев, и уходит. Оливер отправляется на встречу со своими двоюродными братьями и сестрами. Оливер рассказывает Гвину, почему они встретились в странном месте в прошлый раз, и Гвин объясняет. В последний раз, когда они встречались, с ними был Карлос. Гвин объясняет, что Карлос не совсем их товарищ, но у них с ним давняя история. Гвин говорит Оливеру, чтобы он считал это место своим домом и тренировался там так, как ему нравится. Они угощают его чаем, и Оливер рассказывает им, что по дороге туда он встретил Офелию. Шеннон хочет знать, где он с ней познакомился, и тоже хочет пойти и познакомиться с ней. Но Оливер говорит ей, что она уже ушла, а Гвин говорит ей, что ей не стоит пытаться преследовать ее, потому что она все равно не догонит. Гвин говорит Оливеру, что Офелия опасна, но они с Шеннон давно знают друг друга, заставляя Оливера задуматься, были ли они друзьями. Шеннон отвечает, что Офелия как раз из тех, кто любит побыть в одиночестве. Гвин спрашивает Оливера о Нанау, который, по словам Оливера, использовал 7-й магический клинок. Оливер признает, что не уверен, но интуиция подсказывает ему именно это. Поскольку он также не очень хорошо владеет магическим клинком, интуиция подсказывает ему, что он нравится Нанау. Гвин отмечает, что Нау также обладает харизмой, которая притягивает к ней людей, что побудило Оливера прокомментировать, что метла его матери также приняла ее. Оливера тоже тянет к Нау, и иногда он ловит себя на том, что пристально смотрит на нее, он хочет помочь ей во всем, в чем она нуждается. Шеннон улыбается и спрашивает, нравится ли она ему. Гвен просит его сохранять спокойствие, прежде чем он сможет ответить Шеннон. Он говорит, что ощущение того, что тебя что-то притягивает, имеет огромное значение для мага. Наноу, скорее всего, станет тем, кто изменит саму суть того, кто он есть. Оливер должен оставить все чувства, которые он не может выразить в своем сердце, и быть самим собой. Он должен
должен оставаться верным Нанао по-своему, и Оливер согласен с этим. Позже в тот же день Оливер и его друзья решили отправиться в поход по лабиринту. Оливер предупреждает их, чтобы они всегда были в безопасности. Они находят хорошее место, чтобы разбить лагерь и приятно провести время вместе, поедая еду, сидя у костра и болтая. Микелле пришла в голову идея назвать их группу, потому что она чувствует, что они были очень близки, и у нее никогда не было чего-то настолько особенного в ее жизни. Ей кажется, что если дать группе название, то это продлит ее существование. Они все согласны с ее идеей и проводят мозговой штурм, чтобы придумать хорошее название. Манао встает, подходит к стене и достает свой меч. Она просит всех сделать то же самое, и они выполняют ее просьбу. Она велит им встать в круг и вытянуть мечи в центр круга так, чтобы их острия пересекались. В результате мечи образуют форму розы, которую, по ее словам, в ее стране называют меч-роза. Это символизирует их связь в настоящем. Даже если они не останутся друзьями навсегда, роза-меч никогда и ничем не будет разрушена. Она просит назвать группу Sword Roses. Они все соглашаются и становятся такими сентиментальными, что смущаются и краснеют. Микелла говорит, что подобно цветам, которые растут без страха однажды умереть, группа сделает то же самое и объявляет, что тогда группа будет называться Sword Roses. Оливеру это нравится, и он хочет запечатлеть этот момент в своей памяти, чтобы никогда его не забыть. Через некоторое время группа и другие ученики оказываются в лесу, где сталкиваются с монстрами Камара. Они решают убежать, но Пит вместе с двумя другими учениками, Фэй и Джозефом, падают во время бега, и монстр их хватает. Оливер пытается взять Пита за руку и освободить его, но монстр пытается схватить и его тоже, поэтому Мицелла останавливает его и позволяет увести Пита. Когда другим ученикам говорят возвращаться в свои общежития, Оливер бежит сообщить учителям о том, что произошло. Он узнает, что есть сообщение о том, что то же самое происходит и с другими учениками. Учителя пришли к выводу, что причина в том, что Офелия была поглощена заклинанием и похищает учеников. Это напоминает Оливеру о том времени, когда Офелия сказала ему оставаться в школе и не выходить на улицу, особенно в ближайшие несколько месяцев. Офелия старается сохранять спокойствие в своей мастерской. Она посадила учеников в клетки, но пока не причинила им вреда. Студенческий совет готовится противостоять Офелии и вернуть учеников, но они также винят себя за то, что сделала Офелия, и за то, что ее поглотило заклинание. Оливер и его друзья беспокоятся о Пите, так как прошло уже несколько дней, а он все не возвращался. Гай злится еще больше, потому что школьный совет, похоже, расслабляется. Остальные советуют ему успокоиться, потому что проявление эмоций делу не поможет, но это значит просто сидеть и ждать. Оливер говорит ему, что они ничего не могут сделать, кроме как ждать. Но Гай полон решимости попробовать что-нибудь. Он хочет отдаться Офелии, чтобы потом пойти готовить для Пита. Однако Наноу говорит ему, что мертвые люди не могут есть, и единственный способ накормить их – это оставить что-нибудь на их могиле, предполагая, что Пит может быть мертв. Это выводит парня из себя, потому что он не верит, что Пит мог быть мертв. Наноу говорит ему, что она не уверена, но в ее стране, если бы 10 человек пропали без вести во время войны, 8 из них были бы найдены мертвыми. Оливер останавливает ее от излишнего пессимизма, заявляя, что химеры Офелии были созданы для того, чтобы забирать людей живыми, так что вполне вероятно, что он все еще живой. Кэти задается вопросом, что Офелия могла сделать с Питом, но никто не знает. Микелла решает пойти на следующий урок, потому что сидеть там и спорить о том, чего они все не знают, никому не поможет. Позже Оливер отправляется на встречу с Гвин и Шеннон. Он просит их помочь спасти Пита, и они говорят ему, что собирались отправиться со студенческим советом на поиски логова Офелии, которое находится на 3-м уровне лабиринта. Найти это место будет нелегко, и они пока не могут воспользоваться помощью своего товарища, но обещают сделать все возможное, чтобы найти его. Кэти идет просить помощи у мистера Гарленда, но он отказывается помочь ей в данный момент, потому что учителям приходится ждать 8 дней, прежде чем они успеют вмешаться. Это потому, что учителя не будут немедленно выручать учеников из беды, ученики должны сами заботиться о себе. Микелла встречается с Оливером и говорит ему, что она пошла просить помощи у своего отца. Он сказал ей, что если она не сможет защитить своих друзей, то потеряет их в ту же минуту, как обретет. Именно из-за этого она решила отправиться в лабиринт, и она хотела рассказать ему об этом, прежде чем отправиться туда. Оливер против этой идеи, потому что она может там погибнуть, но она полна решимости. Она говорит ему, что когда химеры схватили Пита, она быстро поняла, что они не убьют его, и она хотела, чтобы остальные выжили, не преследуя химер. Она умоляет Оливера отпустить ее, потому что она больше не сможет смотреть Питу в глаза так, как раньше. Оливер решает, что пойдет с ней, но она отказывается. Если остальные узнают, что они вдвоем куда-то собирались, они тоже последуют за ними. Появляется Миллиган, ее волосы закрывают левый глаз, и говорит им, что все, что они делают, это решают, кто из них умрет, один или оба. Она просит разрешения поговорить с ними в оранжерее вместе с Кэти. Оливер не понимает, почему Кэти продает себя Миллигану, но Кэти говорит, что если это необходимо для спасения ее подруги, она сделает
сделает это. Миллиган хвалит их за дружбу, за то, что они готовы пожертвовать собой, чтобы спасти друг друга. Оливер просит отменить предложение, которое Кэти сделала Миллигану, потому что она даже не посоветовалась со своими друзьями первого числа. Он спрашивает Миллигана, каковы шансы, что Пит выживет от рук Офелии, поскольку Миллиган и Офелия учатся в одном классе. Миллиган говорит ему, что она знает, что за человек Офелия и что с ней происходит в данный момент, и зная, что за человек Пит. По ее оценкам, у него есть только 20% шанс выжить. Причина в том, что Офелия готова на все ради своих исследований, но то, что она делает, требует времени, поэтому у Пита есть шанс выжить. Однако Оливер и его друзья могут увеличить свои шансы, если что-то предпримут. Оливер спрашивает, что она имеет в виду, но она меняет тему. Она рассказывает о том, что ее исследования зашли в тупик с тех пор, как пропал Дариус. Она хочет, чтобы Кэти помогла ей, потому что у них обоих есть общий интерес к межвидовому общению. Она хочет, чтобы Кэти присоединилась к ее исследованиям, потому что именно она помогла троллю, с которым она однажды столкнулась. Миллиган предлагает, чтобы она обучала студентов, несмотря на то, что Офелия намного сильнее ее. Они не смогут сразиться с ней лицом к лицу и победить, но они могут победить ее и спасти Пита. Миллиган найдет ее логово и отведет их туда. После того, как все будет сделано, она хочет, чтобы Кэти стала ее партнером по исследованиям. Кэти немедленно принимает предложение. Она говорит Оливеру и Микеле, что не позволит им отказать ей, потому что сделка не так уж плоха. Однако Оливер не доверяет Миллиган. Он думает, что она что-то скрывает, и она говорит, что выяснение того, что она скрывает, является частью сделки. Кэти умоляет их обоих согласиться на сделку. В конце концов, они соглашаются на сделку и приводят всех к Миллигану. Они используют ее портал, чтобы попасть в лабиринт, но Кэти и Гай остаются там. Кэти поручено присматривать за живой рукой, которая поможет ей получить доступ к исследовательским записям Миллигана, если Миллиган не вернется. Кэти соглашается, и группа уходит. Пит просыпается в логове Офелии и начинает паниковать, когда видит других студентов, которые спят, обмотанные щупальцами на их шеях. Он притворяется спящим, когда Офелия приходит сказать им, чтобы они продолжали спать, и что в конце концов все это будет просто дурным сном. Перед отъездом группа добирается до лабиринта, и Миллиган рассказывает им о клане Офелии, чьи предки были суккубами. Это делает их способными смешивать натуры разных видов в утробе матери и производить на свет потомство. Они хотели создать идеальную форму жизни для многих поколений, но им это не удалось, что привело к их постепенному вымиранию. Теперь они используют свои раны для создания искусственных животных, которые будут выполнять за них различные задачи. Недавно Офелия создала химер, которых использовала для похищения студентов, и на это уходит много маны. Вот почему она похитила студентов. Она хочет выжать из них ману, чтобы создать еще больше химер или что-то более зловещее. Микелла спрашивает, причиняет ли это боль студентам, но Миллиган говорит, что Офелия, должно быть, усыпила их, чтобы они ничего не почувствовали. Они ослабнут, к тому времени их жизненная сила иссякнет. Когда Микелла спрашивает, что значит жизненная сила, Миллиган объясняет, что Офелия высасывает сперму, потому что ей нужна только мужская мана. Группа начинает беспокоиться, и Наноу рассказывает Миллигану, что Пит полная противоположность. Оливер не хочет, чтобы она раскрывала эту информацию, но она утверждает, что Миллиган союзник и рискует своей жизнью, чтобы помочь им. Пока они продолжают идти, группа спрашивает Миллигана, что Офелия сделает с Питом, когда узнает, что он оборотень. Миллиган отвечает, что это расстроит Офелию, потому что она воспримет это как помеху и причинит ему боль. Так что им нужно поторопиться, чтобы вовремя спасти его. Они достигают области, где обнаруживают химеру, преграждающую им путь на второй уровень. Миллиган говорит студентам, что они должны быть на 3-м курсе, чтобы победить ее, потому что она им не по зубам. Поэтому она решает разобраться с этим сама, советуя им наблюдать и учиться. Миллиган атакует существо и дает студентам уроки о том, что делать в следующий раз, когда они столкнутся с подобной ситуацией. Первое, они должны понять слабость монстра. Химера слепая и использует свои щупальца, чтобы находить и чувствовать такие вещи, как созданные ею приманки, которые могут представлять угрозу. К этому. Второй, когда ученики дерутся, им нужно убедиться, что они ослабили монстра, прежде чем нанести завершающий удар. Но в то же время им следует убедиться, что они не затягивают бой слишком надолго. В-третьих, им нужно вести бой, имея в виду план, который в конечном итоге приведет их к финальному удару, который положит конец бою. Однако им нужно быть осторожными, потому что химеры не глупы, и даже будучи слепыми, они все равно могут определить, что представляет угрозу, а что нет. Миллиган говорит это, когда перестает гнаться за монстром и идет так же просто, как созданные ею приманки. Она объясняет, что химера распознала характер движения приманки, который она имитирует, чтобы одурачить химеру. Химера не трогает ее, потому что думает, что она не представляет угрозы, позволяя ей приблизиться к себе и нанести свой последний удар. Студенты впечатлены, потому что она сделала так, чтобы все выглядело легко. Она говорит им, что, возможно, это и выглядело легко, но самое сложное — выполнить все шаги самостоятельно, без помощи друг друга. Им нужно работать сообща, чтобы у них все получилось. Нанао решает сделать последний шаг, который положит конец химере. Она призывает остальных
них стараться изо всех сил, потому что раньше они работали вместе и побеждали. Миллиган согласна с этим, потому что, если бы они не побеждали в прошлом, она бы не пыталась им помочь. Микелла говорит Нана, чтобы она перестала пытаться быть той, кто подвергает себя опасности ради других. Они проделают все 3 шага вместе, и Нана понимает это, говоря Микелле, что она сделает все возможное, чтобы лучше думать о будущем. Затем Миллиган говорит им, что они войдут во второй слой лабиринта, который представляет собой лес. Они добираются туда и идут очень долго, пока не доберутся до пещеры. В пещере они отдыхают, и пока остальные спят, Миллиган и Оливер сидят у костра. Оливер не может просочиться наружу, потому что беспокоится за Пита. Миллиган спрашивает его, почему они рискуют своими жизнями ради Пита, хотя они не так давно его знают. Оливер рассказывает ей о своей первой встрече с Питом и остальными во время церемонии вступления. Когда Кэти попала в беду, они все собрались вместе, чтобы помочь спасти ей жизнь. Он говорит, что Пит не обладал магическими способностями и, должно быть, был напуган ситуацией, но не убежал, хотя это было бы прекрасно. Он помог им спасти Кэти, и теперь они хотят помочь спасти его, не убегая. Миллиган считает, что это прекрасное дополнение к их дружбе. Ей это нравится, но ее ничего из этого не интересует. Ее интересует только Оливер. Она не понимает, почему он, будучи обычным магом, остается таким же, как Нанао и Микелла. Обе девочки родились в необычных местах или семьях, в то время как Оливер просто еще один ученик без особых талантов. Она думает, что в его прошлом должно быть произошло что-то такое, что компенсировало отсутствие таланта и позволило ему оказаться там, где он сейчас находится. Оливер начинает опасаться Миллигана, но она говорит, что не собирается спрашивать, что с ним случилось. Она просто беспокоится за него больше, чем она беспокоится за других. На следующий день они все готовятся к переходу на 3-й уровень, садятся в лодку и плывут по озеру. Оливер телепатически говорит миссу Карсту, который с тех пор следовал за ними, вернуться на поверхность, потому что сейчас он проходит через озеро. Мисс Карст понимает это, наблюдая, как он собирается уходить. Миллиган дает группе еще один урок, прежде чем они уйдут. Она показывает им прогулку по озеру, которая позволяет ей ходить по воде. Она объясняет, что эта техника требует овладения всеми основными элементами особой магии. Она просит Микеллу и Оливера попробовать, потому что они знают об этом. Оливер думает, что он не сможет этого сделать, потому что ему сказали, что первокурсники еще недостаточно подготовлены для этого. Но Миллиган советует им попробовать, даже если у них ничего не получится. Когда Оливер и Майелла колеблются, Нана спешит попробовать первую, но она опускается на дно и расстраивается, потому что не смогла этого понять. Оливер заходит в воду следующим и думает о том, как он выльет свою ману на поверхность воды и равномерно распределит свой вес на обе ноги. Это работает, и он может стоять на воде. Миллиган говорит ему идти, и он вспоминает свою мать, которая скользила по поверхности воды, как будто каталась на коньках по льду. Она сказала ему, что когда-нибудь он тоже сможет это делать. Оливер использует ту же технику, что и его мать, и скользит по воде, что производит впечатление на его друзей. Он просит Нанао присоединиться к нему, и она присоединяется, наконец-то научившись стоять на воде и ходить по ней. Миллиган предлагает Микелле тоже присоединиться к ним, и она успешно это делает. Это заставляет Миллигана чувствовать ответственность за их жизни и желать, чтобы они могли вернуться домой целыми и невредимыми. После этого они садятся в лодку и плывут по озеру. Они обсуждают заклинание, которое Миллиган использовал для создания ветра вокруг парусов лодки, чтобы она двигалась соответствующим образом. Но в этот момент они находят скелеты животных, которых собрал Сайрус. Он появляется и сразу же преграждает им путь, заставляя Миллигана остановить лодку, прежде чем они в него врежутся. Он спрашивает, зачем они здесь, и когда Миллиган отвечает ему, он становится враждебным. Он говорит им, что если они хотят умереть, он должен сам их прихлопнуть, чтобы использовать их трупы в своих исследованиях. Студенты впадают в панику и пытаются выхватить мечи, но Микелла просит их сотрудничать с ним. Она говорит, что у него тоже нет причин находиться на 3-м уровне, так что он должен быть там, чтобы быть первым, кто получит результаты исследований Офелии. Однако Сайрус отрицает это. Он не заинтересован в исследованиях Офелии. Миллиган предполагает, что он был там последним, кто видел ее живой, но Сайрус отрицает и это. Он говорит, что он там, чтобы присутствовать на похоронах Офелии. Миллиган спрашивает его, почему он поднимает шум, если он здесь только для того, чтобы присутствовать на похоронах. Она задает этот вопрос, готовя заклинание за своей спиной, которое Оливер замечает. Но она не использует заклинание, потому что из воды появляется водяная химера и нападает на монстра Сайруса. Миллиган делает вид, что хочет сразиться с химерой, но снова активирует заклинание ветра и покидает сцену, оставляя Сайруса разбираться с химерой в одиночку. Позже, когда все успокоится, Миллиган поблагодарит Микеллу за то, что она выиграла им время. А теперь спроси Оливера, что Миллиган имела в виду, когда спросила, хочет ли Сайрус быть последним посетителем Офелии. Оливер говорит ей, что когда кто-то попадает под действие заклинания, одному человеку разрешается навестить его, чтобы засвидетельствовать его смерть. Они продолжают свое путешествие и прибывают на остров, где находится Офелия, и спасают Пита. Позже Пит просыпается и видит, что его друзья спасли его. Оливер бросается к Хагену и говорит ему, что он молодец, что остался жив.
Пит расчувствовался и заплакал. Они спрашивают его, как ему удалось сбежать, и он рассказывает им эту историю. Когда он все еще был в мастерской Офелии, Джозеф проснулся, и они начали разговаривать. Джозеф понял, что Пит превратился в девочку, потому что духи Офелии на него не подействовали. Пит попросил его помочь ему сбежать, но Джозеф остановил его, чтобы он не говорил слишком громко, потому что если Офелия узнает, кто он такой, она хлопнет его по плечу. Он сказал Питу, что они могут воспользоваться ситуацией. Он порезал себе живот и засунул руку внутрь, что напугало Пита. Он вытащил 3 шара, которые были взрывчатыми, дымовыми и аварийными, и отдал их Питу, чтобы тот воспользовался ими и выбрался из этого места. Он также мог использовать их, чтобы позвать на помощь, дождавшись, пока Офелия покинет мастерскую. Джозеф сказал Питу, что доверяет ему свою жизнь, и спросил, как его зовут. Через некоторое время Джозеф перестал ощущать присутствие Офелии в мастерской и сказал Питу готовиться к осуществлению их плана. Пит использовал взрывной шар, чтобы разрушить клетку, в которой они находились, и использовал дымовой шар, чтобы убежать от химер Офелии, которые охраняли это место. Он нашел выход из этого места и использовал сферу бедствия, чтобы подать сигнал кому-нибудь, кто мог бы его найти. Однако, делая это, он упал на землю, и его медленно засосало внутрь. Он начал думать о своих друзьях и о том, как он не хотел там умирать. К счастью, его нашли друзья, которые спасли его. В этот момент перед ними появляется Офелия и достает нож, чтобы сразиться с ними. Она спрашивает Миллигана, что она здесь делает, и Миллиган отвечает ей, что она просто хотела помочь своим одноклассникам спасти их друзей. Она объясняет, что они здесь не для того, чтобы мешать ей, и просит отпустить ее. Но Офелия говорит ей, что она больше не человек и не сможет ей сочувствовать, потому что она достигла вершины магии своего клана. Она начинает произносить заклинание, и Миллиган приказывает группе начать атаковать ее до того, как она закончит свое заклинание. Однако, даже объединив свои усилия, они ничего не могут сделать Офелии, поскольку ее щупальца защищают ее, пока она продолжает создавать свое заклинание. Гвин и Шеннон издалека видят, как заклинание Офелии оживает, создавая большой купол вокруг нее и остальных, заставляя Шеннон волноваться за себя. Оливер. Пока заклинание продолжает окутывать все это место, щупальца Офелии продолжают бороться со студентами. После завершения действия заклинания купол становится полностью отрезанным от внешнего мира. Это огромная территория, которая является величайшим и наиболее впечатляющим магическим достижением, достигнутым тем, кто использует одну магию. Миллиган впечатлен тем, что Офелия смогла достичь огромной территории в столь юном возрасте, даже будучи поглощенной заклинанием. Появляются еще 2 ученицы, одна из них родственница Миккелы по имени Стейси, другая Линет. Они пришли сюда, чтобы спасти Фэй, помощницу Стейси. Миллиган сообщает им всем, что в настоящее время они находятся в утробе Офелии и что она отвергла идею создания новой формы жизни. Вместо этого она взялась за другую идею, создав бесконечную химеру. Они больше не смогут покинуть этот район, пока Офелия не снимет заклятие или не умрет. Ученики готовятся, и Миллиган говорит им принять свои истинные формы, чтобы использовать всю свою силу. Она просит Линет поставить барьер вокруг них, даже когда Линет говорит, что не уверена в своих способностях. Оказавшись внутри барьера, Оливер говорит им, что Миккела и Миллиган – это ключ к их атаке с их огневой мощью, и что остальные должны убедиться, что Офелия или ее друзья не нападут на них. Химеры к ним близко не подходят. Они все согласны, и Миккела с Миллиганом используют свою магию огня, чтобы атаковать некоторых химер, что забавляет Офелию. Миллиган начинает насмехаться над Офелией из-за ее прошлого. Она говорит ей, что причина, по которой она отказывается умирать сейчас, заключается в том, что она пытается держаться за жизнь из-за своей первой любви. Она сравнивает ее с болотной змеей, влюбившейся в единорога, потому что ей нравился Элвин. Это злит Офелию, которая кричит, чтобы она заткнулась. Но Миллиган продолжает, что даже если бы у них с Элвином все получилось, она бы просто украла его семя и никогда бы его не полюбила, потому что она такой человек. Офелию это бесит еще больше. Она посылает своих химер преследовать Миллигана, но Миллиган и Миккела сжигают всех химер дотла. Миллиган пытается подобраться поближе к Офелии, но Офелия быстро хватает ее одним из своих щупалец. От этого движения волосы Миллиган приоткрывают ее левый глаз, и Офелия смотрит ей в глаза. Из-за этого она превращается в камень. Миллиган рад видеть, что Офелия все еще человек и на нее влияет ее глаз, но Офелия разрушает заклинание, показывая, что магия на нее не действует. Ее больше нет. Она сжимает щупальца вокруг тела Миллиган, причиняя ей боль, и начинает беспокоиться о других учениках. Даже когда Миллиган находится в наихудшем состоянии, она продолжает насмехаться над Офелией по поводу достижения наивысшего подвига и магии, но все еще держится за прошлое, как будто она невиновна. Из-за этого Офелия решает сокрушить ее раз и навсегда. Она кричит, что они ничего о ней не знают. В этот момент Элвин и Карлос подъезжают к большому зданию и спрашивают Офелию, где находятся похищенные ею студенты. Офелия выводит некоторых из них и говорит, что они ей больше не нужны. Прежде чем она успевает уйти, Элвин останавливает ее и просит обнажить меч, потому что он не собирается просто так ее отпускать. Внутри большого зала химеры Офелии начинают терять силу и отдаляться от учеников.
Оливер просит учеников отвлечь внимание, пока Наноу пытается подобраться поближе к Офелии и Клэперу. Они все соглашаются, садятся на свои метлы и нацеливаются на химер. Химеры нападают в ответ, и некоторые ученики падают со своих метел. Оливер старается не упасть, но в итоге тоже падает. Он кричит Нана, чтобы тот направлялся к Офелии. Нана делает, как сказано, и когда она замахивается мечом на Офелию, она видит, что та плачет, и это заставляет ее колебаться. Затем одно из щупалец Офелии ударяет ее, и она падает на землю. Оливер подходит к ней, и Нанао извиняется за нерешительность. Она говорит ему, что Офелия всего лишь ребенок, и она не может хлопать плачущего ребенка. Оливер утешает ее, и они все снова встают, чтобы сразиться с химерами. Микела извиняется перед Питом за то, что не смогла спасти его, но Пит встает и тоже стоит с мечом в руке, готовая сражаться, что вселяет в Микелу надежду. Офелия продолжает плакать из-за всех своих сожалений и того, как ей было одиноко. Она жалеет, что у нее нет имени, потому что если бы она не родилась Сальвадоркой, она была бы чем-то большим, чем просто утроба матери. Она скучает по тем временам, когда ей хорошо работалось с Элвином и другими. Благодаря тому, что она стала такой, какая она есть, она поняла, как страшно было влюбиться. В этот момент они услышали пение, и огромная площадь начала разрушаться. Появились Элвин и Карлос. Они подходят к Офелии и извиняются за то, что заставили ее ждать, и она очень рада их видеть. Карлос подходит еще ближе, но Офелия не хочет, чтобы он это делал, потому что ее щупальца продолжают задевать его. Однако Карлос просто не обращает на это внимания. Оливер бежит к ним, беспокоясь о Карлосе, но Элвин останавливает его, потому что только Карлос может это сделать. Карлос говорит Офелии, чтобы она не торопилась, а сам снимает свое колье и подбрасывает его в воздух. Колье светится, и когда оно ударяется о стены большого зала, купол начинает рушиться, а он продолжает петь. Оливер спрашивает Элвина, что происходит, и Элвин объясняет. Семьи Офелии и Карлоса заключили соглашение, и Карлос был послан, чтобы быть с Офелией, если она когда-нибудь попадет под действие заклинания. Карлос смог самостоятельно разрушить Великую Зону, спев свою песню, которая была заморожена во времени. Оливер считает, что Карлос кастрат. Вот почему у него такой высокий голос. Его песня противостоит любой существующей сексуальной магии, что делает его идеальным для Офелии. Карлос продолжает петь, направляясь к Офелии, которая продолжает сопротивляться и просит его держаться подальше. Офелия помнит то время, когда они были молоды, и Карлос обещал всегда делать ее счастливой. Он подходит к ней и обнимает, извиняясь за то, что не сдержал своего обещания. Офелия продолжает плакать, а Карлос говорит ей, что любит ее во веки веков. Офелия отвечает, что ненавидит его, и обнимает его в ответ, отчего чары вокруг них начинают рассеиваться. Этот сайт вызывает у Элвина эмоции. Он прощается со своим лучшим другом, и Карлос отвечает ему тем же, но только мысленно. Когда чары рассеиваются, Офелия и Карлос берутся за руки и исчезают вместе. Учеников возвращают в лабиринт, и Оливер встречает Гвина и Шеннон, которые беспокоились о нем. Все ученики возвращаются на поверхность, где встречаются со своими друзьями и учителями. Кэти счастлива видеть, как Пит и Фэй воссоединяются с Линет и Стейси. Все остальные ученики испытывают облегчение, увидев тех, кто был похищен, и Джозефа среди них. Оливер и его друзья образуют розу с мечом, чтобы еще раз символизировать силу их дружбы. Оливер думает, что конец, который встретила Офелия, был лучше, что маловероятно. Когда друзья возвращаются в свои общежития, они встречают по дороге учителей и кланяются в знак уважения или страха. Когда учителя проходят мимо, Оливер признает, что нет смысла представлять, каким будет его конец, потому что он знает, куда направляется. Его улыбка исчезает, когда все учителя проходят мимо, потому что он может только притворяться, пока не придет их время умирать.